Привет! В этом видео вместе с вами буду плести комбинацию моих любимых узоров. На овальном коробе для белья форма, как вы видите, уже установлена. Первые рядочки проплетены. Есть уже видео на моем канале подобное, как я креплю стойки к фанере, как делаю свои формы и много-много другой полезной информации. Заходите в описание под видео. Закончила плетение второго ряда веревочки тройной и закрыла его. Поправляю плетение, и сейчас из-за первоначальных 3 стоек у меня выходит по одной рабочей трубочке. Далее я начну плести узор косы. Его можно плести одинарными трубочками, но тогда он будет вообще невыразительный. То есть его лучше плести либо двойными рабочими трубочками. Я люблю это делать тройными рабочими трубочками, то есть из-за каждой стойки будет выходить по 3 рабочие трубочки. Узор тогда смотрится очень массивно и выгодно это, когда изделие очень крупное, и на мелких изделиях, конечно, лучше двойными рабочими трубочками работать, и этим узором можно плести, в принципе, высоту. Вот. Но мне сейчас понадобится проплести только один ряд этой узора косы. И для этого мне нужно подставить правильно рабочие трубочки дополнительные. Это всегда было для меня проблемой. В общем-то, много способов я перепробовала. И честно скажу, вот сейчас возьму обрезок ненужные уже трубочки и заводила вот таким образом. Тут торчали хвостики, потом я их убирала. Вот. Далее мне нужно ввести их 2 дополнительные за каждую стойку. Или я, допустим, между собой их наращивала, сминала и заводила за каждую стойку. Вот. Таким образом тоже делала. Но в последнее время я поступаю следующим образом. Вот из-за каждой стойки у меня выходит рабочая трубочка. Я беру 2 новые рабочие. Слегка подрезаю кончики, буквально на 2-3 миллиметра. Сплющиваю их миллиметров на 5. И прокапываю клеем. Клей у меня полимерный, он контактный. Если вы используете клей ПВА обычный, то так тоже можно делать. Просто время на подклейку у вас уйдет больше. Больше придется потрудиться. Так, завожу первую, давайте приближу сейчас, чтобы вам было все понятно, видно. Первую рабочую трубочку, ой, точнее не первую, а, ну да, первую дополнительную я завожу сразу за стойку перед рабочей трубочкой, которая у меня уже заведена вровень с ней. За стойкой хвостик здесь не показывается. Приклеила. Немножко вверх приподнимаю, видите, чтобы они приклеены они одна перед другой, но я, которую новую подклеила, приподнимаю чуть-чуть повыше. Вторую рабочую трубочку завожу между стойками сзади и также зажимаю, подклеиваю. Так, что-то там пошло не так. В общем-то, можно побольше завести, зажать и слегка подтянуть. Все. Должна получиться вот такая вот история у нас. 3 рабочие трубочки должны выходить из-за одной стойки. Может показаться, что это очень такая громоздкая работа, тяжелая. Это подклейка трубочек. Но поверьте, на начальном этапе можно постараться аккуратно сделать все, как я вам показала, чтобы также аккуратно закончить этот узор. Давайте еще раз. 2 трубочки рабочие уже подрезала, слегка их сплющиваю, промазываю клеем с одной стороны и с другой стороны. Клей здесь обязателен, без клея никуда. Так, за стойкой находится рабочая трубочка, которой мы закрыли ряд. Перед ней, перед этой рабочей трубочкой, за стойкой завожу. Видите, там вот хвостик сейчас покажется. Вот, но нужно, чтобы он не показывался. Параллельно трубочки слегка прижимаю
и приподнимаю эту рабочую трубочку чуть-чуть наверх. Слегка. Вот. Прям подержу буквально 2 секунды. И теперь свои стойки двойные слегка развожу. Между ними с задней стороны завожу вторую дополнительную трубочку. Провожу вниз, самый низ. Помогаю себе пальчиком. Вот клей уже подсох. Так, трубочка измялась. Ничего страшного. В общем-то, довела. Зажала. Так, нет, не получается. Не получилось. Подрезаю еще немножко. Ничего страшного. Такое может случиться и с вами, поэтому ничего страшного в этом нет. Показываю, как можно из этой ситуации выйти. Вынимаю трубочку, еще немножко подрезаю ее и снова завожу между стойками в самый низ. Все, зажимаю между стоечками, слегка, если нужно, подтягиваю. Нам самое главное добиться, чтобы здесь вот практически ничего не было видно. Все, подсохли наши трубочки. Получилось из-за каждой стойки, у нас их 3, выходит по 3 рабочие трубочки. Узор косы плетется через 2 стойки за 3. Только укладывается не поверх остальных рабочих трубочек, а между ними. То есть мы всегда начинаем плетение с левой крайней и последующий раз 2. Образуется такая галочка. Вот мы наши первые рабочие трубочки будем укладывать между ними за стойку. И для того, чтобы мне потом было удобно заканчивать свое плетение, я сейчас вот сюда, вот в это место подставлю дополнительно 3 обрезка трубочек. Довожу. Так, поднимаю вот эти 3 аккуратно рабочие трубочки из-за второй стойки, которые выглядывают. Здесь у нас 3-я стойка. И получается между ними, так, довожу до стойки, делаю подгиб, сразу 3 рабочих трубочек и завожу за стойку аккуратно. Не опускаю вниз, оставляю вот в таком же положении, чтобы получилась галочка. Сюда будем укладывать уже следующие рабочие трубочки, которые выходят у нас из-за второй стойки. Таким же образом подставляю снова вот сюда 3 обрезка, занимаю место, аккуратно прижимаю пальчиком, следите внимательно, может быть, я не так словами объясню, сколько покажу. Фиксирую стойку. Так, здесь трубочки мои обрезки. Теперь слегка прижимаю вот эти 3 трубочки, начинаю их слегка уклонять вправо, слегка вниз, 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 делаю небольшую дугу, довожу до свободной стойки, за которую нужно завести, делаю надломчик, это приподнимаю вверх, эти 3 трубочки, и завожу за стойку. Получаю вот что. Здесь у меня, видите, трубочки подсохли уже. Они у меня на самом деле слегка пересушены, так как несколько дней лежали в естественной при комнатной температуре в пакете. Но, в общем-то, нужно работать на умеренно влажных трубочках. Так, беру снова левую крайнюю рабочую трубочку. В данном случае у нас не трубочка, а сразу 3. Мне нужно через 2 стойки за 3-ю завести. И уложить их между 2 следующими. Довожу до стойки, придерживаю вот так здесь аккуратно, довела, подогнула, немножко уклоняю верхние стойки 3, простите, рабочие трубочки, хвостик этот из 3, и завожу. Сейчас плетение я не утрамбовываю. Вот. Проплела 1, 2, 3, и теперь можно вниз слегка опустить. Вот вы почувствуете, плетение упрется. Так, выправляю стойку, прижимаю слегка, начинаю дугой
трубочки сгибать, не тороплюсь, довожу до нужной стойки, делаю подгиб. Смотрите, если бы у нас трубочки располагались прямо, то и подгиб у меня был бы ровный здесь. Но так как трубочки у меня 3, и они у меня идут под наклоном, то получается я их подгибаю также немножко наискосок. Вот видите? Далее мне понятно, что через 2 за 3 уже длины трубочек мне не хватит рабочих. Что я делаю? Сразу подогнула и буду наращивать. 1, 2, 3. Раз, 2, 3. Нарастила. Трубочки прокапанные клеем у меня новые. Так. Теперь фиксирую стойку ровно. Те трубочки 3, которые за этой стойкой уже находятся и смотрят вверх, я их слегка уклоняю чуть-чуть вверх и на себя. Эти же трубочки, которые сейчас мне нужно завести за стойку, я их прижимаю к стойке, перехватываюсь и завожу. Теперь отодвигаю стойку на себя и завожу рабочие трубочки 3. Снова все поправляю. И в таком вот положении у меня все находится. Видите? Эта пара, эти 3 трубочки смотрят вниз, другие вверх. И третьи 3 трубочки смотрят ровно посередине. Так, слегка можно подправить. Прижимаю стойку. И теперь же мне нужно, чтобы... вот она, левая крайняя, простите. Левую крайнюю не забываем. Самую левую крайнюю берем. Рабочую трубочку, пучок из 3, точнее, доводим опять через 2 стойки за 3-ю. Опять подгибаю немножко наискосок. И снова наращиваю. В общем-то, тут узор плетется быстро. Главное приноровиться. Единственная проблема всегда с наращиванием. Потому что приходится делать это часто и сразу по 3 трубочки. Но если вы будете плести, допустим, 2 трубочками, то будете по 2 наращивать. Сейчас в работе 9 сразу трубочек. Но зато оно того стоит. Так, и теперь слегка здесь левую крайнюю беру, слегка прижимаю вниз. Мое уже плетение что-то вырисовывается. Стойки фиксирую. Слегка эти 3 трубочки тяну слегка, как бы прижимая к стойкам, огибаю 2 стойки, довожу до 3-й свободной, за которой сейчас буду заводить. Видите, я не вниз веду, а ровно посерединке. Делаю надломчик. Так, в надломчике ровно по центру моих стоек. И также все чик-чик подрезаю для наращивания. Здесь нужно оперативно работать. Я и так что-то медленно прям все. Так. И завожу за стойку. Стоечку уклоняю больше на себя. Трубочки должны быть умеренно влажными. 1, 2. Довожу за 3-ю. Отодвигаю стойку, уклоняю аккуратно на себя. Немножко можно здесь припустить все. Поправить. Давайте посмотрим, что получается. Здесь, конечно, начало такое еще непонятное, но далее вырисовывается рисунок, и, как вы видите, он очень такой массивный. Видите, здесь 3 трубочки высота, здесь 3 трубочки высота, и там за стойка, которая идет, идут 3 трубочки. Вот эта высота, которую они образуют вместе, она должна быть везде у вас одинаковой. Следите за этим. Обратите на это внимание. Так, снова левый крайний пучок берем, выводим перед 2 стойками посерединке, между 2 пучками за стоечку. Выложили. Вниз не опускаем, опять образуем галочку. Так, снова выкладываем. Ну, тут снова наращиваем. Вот здесь, в этом моменте, все стараются вот так сделать. Не делайте. Вот как они у вас прямо легли, прям прямо, не сгибайте их. Вот так и оставляйте.
Здесь то же самое. Вниз не опускайте. Вот как они легли у вас, все, оставляйте. Придерживаю стоечки. Нажимаю немножко на пучок. Так, тут нужно приподнять. Нажимаю тут. Прижимаю ко второй стоечке. Довожу до третьей. Этот пучочек слегка верхнюю наклоняю на себя. Здесь делаю подгиб. Пальчиком фиксирую. И наклоняю стоечки, завожу за них пучок. Подошла к началу плетения узора. И сейчас мне нужно его заканчивать. И здесь, друзья, нестандартная ситуация. Данный узор, если выплетается всего одним рядом, чтобы его аккуратно закончить по рисунку правильно, требует четного количества стоек. У меня их нечетное количество. Если бы я плела таким узором несколько рядов, да, то я могла бы его аккуратно закончить, и было бы ничего не заметно. Но здесь у меня начинается ряд, и тут же я его должна закончить. Рисунок не совпадает. Но, честно вам скажу, что я это уже не первый раз проделываю, поэтому решение есть всегда. В конце концов, это задняя стенка моего короба, которая будет располагаться у стены в ванной комнате где-нибудь, да. И даже если его повернут и будут рассматривать, то ничего особо бросаться в глаза не будет. Конечно, при детальном рассмотрении можно будет увидеть какую-то погрешность. Но в общем рисунке плетение короба ничего не будет выделяться особо. Почему я делала нечетное количество стоек? Потому что я буду плести еще другой узор, который обязательно для меня важно, чтобы было нечетное количество стоек. Узор крестики. И там, в общем-то, из двух зол выбрала наименьшее. Тоже делать переходы или плести вдогонку. Это выбор каждого. В конце концов, если вы со мной не согласны, не делайте так, если вам это не понравится. А вообще, как бы, это решение для кого-то. В общем, не буду много говорить, показываю. Вот я подошла к началу плетения. Моя стойка 1, 2, 3. Откуда выходят наши рабочие трубочки пучками по 3 штуки. По рисунку также завожу за последнюю свободную. И просто проплетаю дальше. Также по рисунку между двумя за стойку. Завела. Оставляю. Тут нужно все подправить. Так. Опять дальше по рисунку через 2 за третью между верхним и нижним пучком. Завожу. Стараюсь прижимать вот эти рабочие трубочки к форме и оттягивать саму стойку. Завела. Теперь мне нужно вот эти хвостики продеть. Я же не показала вам. В общем-то, здесь у меня вставлены были подстановочные трубочки, обрезки, где я место занимала. Вот здесь есть пространство. И сейчас я буду поодиночке или можно целиком пучком заводить в это занятое пространство мои трубочки. Вот 1, 2. Ой. 1, 2, 3. Завела. Так. И теперь мне осталось последнюю завести. Также по рисунку через 2 за третью. За третью. Здесь тоже у меня было занято место. И так же, как и здесь, вот этот пучок из 3 рабочих трубочек, последний, я буду прятать. Прячу только 2 трубочки. Потому что одну я оставлю для дальнейшего плетения. Сейчас я пока поправлю весь узор. Ничего не обрезаю. Здесь как поступаю.
вот эту нижнюю, нижний самый хвостик, также прячу вот вместе с этими трубочками. Проминаю, завожу за стойку и прячу вовнутрь. Все, выравниваю, подтягиваю. Здесь у меня осталось 2 хвостика. Завожу нижний опять за вторую стойку. Получается, теперь у меня один хвостик трубочки рабочий торчит из первой стойки, из-за второй и из-за третьей. Их я за стойками наращу и продолжу плетение. Сейчас по периметру я все подровняю. Давайте посмотрим, что получилось. Здесь у меня уже плетение подсохло. Хорошо. Вообще, конечно, красота получается невообразимая. Так. Здесь все хорошо лежит. Вот он весь узор. Все хорошо. Такой массивный, красивый. После того, как я проплету 2 ряда, все выровняется, и мне нужно сейчас сразу подрезать вот эти хвостики, пока они еще мягкие. Слегка их опускаю вниз и прям вдоль нижнего рисунка, вдоль трубочек подрезаю. Они немножко выправляются вперед. И здесь также. Очень аккуратно. Тут еще важно, чтобы они не выскочили. Пускай немножко так вот раз и подправлю. Можно также промазать клеем, чтобы они впоследствии не выскочили. Прижать при необходимости. Ну, видите, здесь все, по идее, должен был еще вот здесь один быть виток, но если бы я его уложила, он был бы лишний. Поэтому тут без вариантов. 2 ряда веревочка из 3. И смотрите, что получилось. Далее я буду плести также 3 трубочками вдогонку узор ситец. Такое же, наверное, количество рядов. И уже перейду к другому узору, который вы увидите в следующем видео, в следующей части. Вот такая красота получилась. Кстати, я забыла вам сказать, сейчас быстро покажу. Если вы плетете на четном количестве стоек данный узор, делайте точно так же, как я вам показала последовательность. Только у вас на четном количестве стоек узор уляжется правильно. И проблем никаких не будет. Все виточки лягутся ровно. И на этом мое видео подошло к концу. Всем большое, огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить выход моих новых видео. И до новых встреч. Пока-пока.